Всем привет! Добро пожаловать на канал Дистилеша. А для тех, кто любит выпуски с маркировкой «Эксперимент», добро пожаловать в рубрику «Эксперимент». Сегодня мы поговорим о сахарном колере Е150А, ингредиенте, который часто встречается на бутылках с дистиллятами, которые продаются в ваших магазинах. Не все понимают, о чем идет речь. В общих чертах многие из вас, совсем углубленно небольшое количество, и сегодня мы по косточкам разберем этот ингредиент и ответим на самые популярные вопросы. Однако мы начнем не сначала, мы начнем с конца, с самого эксперимента. Перед вами бутылочка Glenmorangie Quinta Ruban 14-летняя, которая окрашена колером Е150А, но это не имеет никакого значения. Сейчас мы сделаем 3 образца и отправим нескольким любителям виски, не экспертам, но хорошо знакомым с виски вообще, хорошо напробовавшиеся ребята, так сказать. 3 образца. Первый образец — это образец Quinta Ruban 14-летний оригинал. Следующие 2 образца — это необычная штука. Я не так давно, может быть пару месяцев назад, дистиллировал Glenmorangie 14-летний для другого своего эксперимента. У меня осталась вот такая вот бутылочка с сердцем этого дистиллята, 80-градусным сердцем. Очень ароматная, очень вкусная штука, которую я разбавляю колером. И делаю еще 2 образца. Один посветлее, один потемнее. Вот на фоне футболки, наверное, видно. Итак, итого у меня получается 3 образца Quinta Ruban оригинал, чуть потемнее, чуть еще потемнее. 3 этих образца я отправляю вам, наши любимые подписчики. Вы расскажете мне о том, какой из этих 3 образцов вы поставили на первое, какой на второе, какой на третье место. Эти результаты мы, конечно же, в конце этого выпуска озвучим, а после того, как вы ответите на этот вопрос, я задам второй вопрос. Как вы считаете, в какой из этих бутылочек находится выдержанный дистиллят? Потому что здесь только одна бутылка с выдержанным дистиллятом. Итак, у нас все готово, ну и заодно мы проверим меня на вшивость. Вот крестик у нас будет, это выдержанный дистиллят, остальные 2 варианта не выдержанные. Перемешиваем с закрытыми глазами, долго перемешиваем. Так, все, ничего не знаю, поехали. Ароматы очень похожи. 2 сильных и 1 послабже. Видимо, это Glenmorangie Quinta Ruban. Нет, вот это Glenmorangie Quinta Ruban. Проверяйте. Да. Итак, я с заданием справился. Теперь ваша очередь. Переходим к основной части мероприятия. Результаты нашего эксперимента я озвучу в конце выпуска. Так что досмотрите этот выпуск до конца. Начнем с первой части, что же такое сахарный колер и является ли сахарный колер веществом вредным, добавкой вредной для здоровья. Начнем с того, как производится сахарный колер. Берется практически обычный сахар, это может быть свекольный, тростниковый, фруктовый сахар, и подвергается процессу карамелизации. Получается так называемая жженая карамель или жженый сахар. Процесс получения сахарного колера штука на самом деле довольно непростая с химической точки зрения. При постоянном перемешивании происходит, при нагревании происходит подгорание частиц сахара, происходит полимеризация этого сахара и образуется так называемый гетерополимерный пигмент. Конечный продукт — это смесь различных обезвоженных полимеров вот этих вот сахаров. Как получают сахарный, на чем точнее, каким способом получают сахарный пигмент? С помощью специальной машины, так называемого карамелизатора. К сахарной массе добавляется 1-2% воды. Далее при температуре 180-200 градусов при постоянном помешивании, как правило, это закрытая емкость, так называемый котел. Обычно это пароводяной кожух, либо это может быть нагревающий элемент внутри этого котла. При температуре 180-200 градусов при постоянном помешивании, там есть специальная мешалка, происходит нагрев, разогрев вот этой вот жидкости с добавлением 1-2% воды. Около 6 часов этот процесс происходит, то есть частички постоянно подгорают, постоянно в процессе перемешивания. Перемешивание нужно для того, чтобы все частички этого сахара подгорели, то есть чтобы не осталось вообще самого сахара, вот этой сладкой составляющей. Далее, после 6 часов термообработки смесь остывает, и где-то на 50-60 градусов добавляется вода для того, чтобы получить
нужную консистенцию сахарного колера, то есть нужную цветность или нужную плотность. Из чего же состоит сахарный колер? На самом деле состав сахарного колера мало изучен и мало кому известен, видимо, это мало кому нужно. Если интересно, я сейчас расскажу, какие химические процессы происходят при образовании сахарного колера. Если хотите, можете меня замедлить. Если брать сахарозу C12H22O11, то при температуре 160 градусов образуется глюкоза и фруктан. Изотопикан C12H24O10N образуется при температуре 185-190 градусов. И полимеризуется в карамельный алкан C24H36O18N и карамельный алифин C36H50O25N при температуре около 200 градусов. А карамельный алкеин C24H36O13N будет образовываться при температуре уже выше 200 градусов. Вот эти вот вещества приблизительный состав сахарного колера. Е150 в его различных модификациях в основном в 90% случаев используется для пищевой промышленности. Это и напитки безалкогольные, алкогольные напитки, это продукты питания, колбасы, сыры, выпечка. Также это корма для животных. Есть 4 разновидности сахарного колера. Наш классический Е150А, также он называется сахарный колер 1, может быть в составе назван. Это классическая жженая карамель по классической той самой технологии, которую я сейчас рассказал. Далее 3 следующих колера уже, по сути дела, химически полученные колеры. Процессы карамелизации, никто не хочет ждать 6 часов, ускоряются, используют дополнительные катализаторы. Следующая категория вторая, сахарный колер 2, Е150Б, получается с применением щелочно-сульфатной технологии. Третья категория, как вы догадались, это Е150С или 3. Получается с использованием аммиачной технологии. И четвертая D, соответственно, сульфатно-аммиачная технология. Каждая группа колеров там, для каких-то катионных историй используется для своего типа пищевой промышленности. То есть, например, Е150D используется для, по-моему, напитков типа Кока-Колы, каких-то газировок. Е150C используется для пива, ну и так далее и тому подобное. И отвечая на вопрос, опасен ли сахарный колер Е150А, с уверенностью можно сказать, что он безопасен, поскольку Е150А это обычный жженый сахар. Если вы когда-то ели леденцы, то какое-то количество сахарного колера содержится и в них, правильно? Ведь они такого желтого, красивого, янтарного цвета. Если вас пугают все-таки ешки в составе, то, может быть, вас успокоит тот момент, что сахарного колера в вашем напитке, в вашем виске содержится очень-очень малое количество. И гораздо-гораздо вреднее отравиться, точнее, вред вы гораздо больше получите от самого алкоголя, а не от содержания сахарного колера в этом алкоголе, коего содержится 0,5%, если не ошибаюсь. Все мы прекрасно знаем, что цвет нашего напитка зависит от того, как долго он выдерживался в бочке. И чем дольше он выдерживался в дубовой или в какой-либо деревянной бочке, тем этот напиток становится темнее и насыщеннее. И отсюда мы получаем следующий миф. Чем темнее мой напиток, тем больше и дольше он выдерживался в какой-либо бочке. Многие из вас скажут, ну, Алексей, блин, мы знаем эту фигню, что ты нам рассказываешь. Ну, перемотайте. На самом деле, далеко не все знают этот интересный нюанс. Например, мой отец не знает. Ему покажи темный коньяк, он скажет, ничего себе, да он, наверное, 50 лет выдерживался. Так вот, увидев темный коньяк, бренди, виски, ром и так далее, посмотрите обязательно состав, прочтите, если вы увидите в составе Е150А, то судить по цвету о сроке выдержки вашего напитка не стоит. Можете вообще забыть об этом и не ориентироваться на его цвет. Его цвет просто будет радовать вас на полке вашего бара. Его красивый янтарный или красновато-желтый оттенок. Кстати говоря, сахарный колер может выпускаться в разных оттенках. И это может быть соломенные цвета, это может быть красноватые цвета, коричневатая палитра. То есть разные, кстати говоря, колеры есть и цветные. То есть еще их и подкрашивают в любые возможные цвета всех цветов радуги. Итак, давайте что-нибудь покажем, расскажем. Соответственно, вот виски, который выдерживался в принципе около 3 лет и имеет натуральный цвет. Вот виски приблизительно того же возраста, но имеет в составе сахарный краситель Е150А. Здесь мы имеем бледноватый цвет, невзрачный, коммерчески непривлекательный, а здесь мы уже видим такую вот красивую, немножечко золотистую окраску. Что же нам нужно, чтобы превратить невыдержанный, точнее не окрашенный, точнее молодой дистиллят в красивый и выдержанный, играющий всеми цветами коричневого напиток? А всего-то навсего нужно добавить капельку сахарного колера. Цветная реакция. Та-дам! Был Торвик 3 года, получился Торвик
21 или 28, я не знаю, тут хорошо я его окрасил. Кстати, о том, что у меня за колеры. Я тут прикупил себе колер, это E150D, E150A я не нашел, к сожалению. Если вы видели в продаже, расскажите, где можно купить. И E150C. В разных видах вот это у нас капельки, жидкость, а сахарный, а вот этот C у меня такой прям пудра-пудра, похожая на тонер для принтера, очень мелко дисперсная такая. Ну и также у меня есть классический сахарный колер E150A, который приготовил мой ребенок, хотел сделать сюрприз. Получился сахарный колер, я понял, что пора продолжать снимать выпуск. Мы окрасили наши виски, и теперь мы переходим к следующему моменту. Миф о том, что сахарный колер влияет на вкус и аромат нашего напитка. И сейчас мы проведем второй эксперимент, точнее еще два эксперимента на мне и определим, меняет или не меняет. Давайте начнем с воды. Видно, да, что вот этот бокал, конечно, уже стал гораздо более окрашенным, но больше колера обычно не добавляют. Хоть он и кажется светловатым, но виски, по большому счету, или коньяк, или ром имеет уже какой-то оттенок. Поэтому очень много колера добавлять не нужно. Кстати, спасибо за идею Ивану Андрееву, за эти маски. Мне очень понравилось в каких-то выпусках. Они там с Денисом Шашкиным сидели в этих масках. Давайте тоже воспользуемся этой идеей. Итак, я ничего не вижу. Я перемешиваю бокалы. Так, все. Я ничего не знаю. Так, аромат. Не чувствую никаких отличий. Но ткну пальцем в небо, допустим, вот этот вот окрашенный. Вкус. Ну, потому что, может быть, тут какая-то химозность, но это меня может мозг обманывать. И на вкус тоже кажется, что вот здесь есть какая-то легкая кислинка. Проверяем. Я считаю, что вот этот образец крашен. Так, а если... Нет, ребят, никакого нет, никакого отличия нет. Давайте проверим на Торвиге. Торвик, продукт дистиллерии Торвик, которая расположена на острове Скай и была открыта, точнее первый их релиз вышел в 2021 году, год назад. Аромат. Подождите, давайте с закрытыми глазами. Перемешаем. Все, хватит. Да нет, ребят. Ну, опять буду тыкать. Вообще не чувствую никакой разницы. Вроде бы тоже. Но тут как будто бы есть какая-то кислинка. И фруктовость подзабилась. Предположим, как с водой. Вода была, казалось, более кислотной. И как будто бы сахарный колер ее нейтрализовал. Поэтому предположим, что вот это крашеный. Да, угадал. В общем, насколько это очень настолько тонко, очень сложно. Пожалуй, стоит рассказать об экспериментах. Ребята бьются и проводят эксперименты, в основном иностранцы. Виски Гик, такой паренек, заморачивался, он сам варил этот сахарный колер, но судя по его видео, он его не доварил. То есть смысл в том, чтобы сахарный колер был сахарным колером, то есть полностью полимеризованный сахар. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Сахарный колер все равно будет иметь, да, какой-то сладковатый привкус. И там чувак все время говорил, что да, он меняет, и там видно, насколько это жирная капля, насколько она сладкая, конечно, она будет менять. Поэтому его эксперимент мы не учитываем. О вкусе сахарного колера замолвите слово. Итак, Е150А, классический, не сладкий. Сахарный колер действительно имеет вкус. Не надо думать, что он не имеет вкус. Он имеет вкус. Сахарный колер Е150А горький. Просто горький и никак иначе. Сахарный колер Е150С мы сейчас попробуем. Он тоже просто горький. Абсолютно горечь. Абсолютная горечь без каких-либо компонентов. И сахарный колер Е150Д. А вот тут уже какая-то химозная дрянь с какой-то кислотой. Он кисло-горький. И химозный, очень химозный. То есть они имеют определенный вкус, но какая-то там капелька, очень маленькая, как вы видели, практически не может изменить ситуацию и испортить ваш напиток. По крайней мере, на мой взгляд.
Дальше проводился эксперимент так называемыми Malt Maniacs. Есть такой сайт maltmaniacs.com, по-моему. И там очень большой-большой эксперимент лет 10 назад проводили. И такая длинная простыня. Проводили с водой. Тоже добавляли сахарный колер. Там более серьезный был подход. Ребята у Diageo взяли образцы сахарного колера. Вот тот, который они добавляют в свои там талискеры, гленкинчи и тому подобное. И с ним провели эксперимент с водой и с бочковыми релизами из 4 разных регионов. Там Клайнлиш был, по-моему, Бомо был, и они там несколько человек участвовали, то есть не один, а несколько человек участвовали в этом эксперименте, было там несколько подходов. Можно приблизительно судить о том, что сахарный колер чувствуется во вкусе только в воде. Там более-менее видно, что, так скажем, выборка, относительное попадание, вот, ну, стопроцентное, если взять угадывание, там где-то, ну, в районе 65% попадания было угадывание, то, что вот это сахарный колер, а это нет. В остальных случаях с натяжечкой и все время там у кого-то то с носом были проблемы, то он думал, что, ну, там какие-то выводы делались там на Клайнлиш, этот сахарный колер влияет сильно, а Боуму он там чуть ли не улучшает. Тут он где-то в каких-то релизах Speyside, он наоборот, им кажется, что он стал каким-то дымным из-за этого сахарного колера. Ну, не знаю, по-моему, игры разума какие-то. Вот мы сейчас с вами это увидели. В воде, если действительно в чистой воде его как-то еще может быть там можно почувствовать, потому что он имеет вкус. Но если это виски, ром, коньяк или что-нибудь еще, бренди, граппа, траля-ля, то как вы это почувствуете? Там спирт настолько сильно убивает, сбивает все рецепторы, ну, что, наверное, надо давать продышаться как-то или еще. Но я не знаю, не верю я в эти истории про то, что сахарный колер можно почувствовать в алкоголе. Может быть, вы видели какие-то исследования, дайте, пожалуйста, ссылку, интересно посмотреть. По данным авторитетного издания Whisky Science, не знаю, почему нужно было заниматься исследованием, сахарный колер используется в объеме 0,5%-1% в алкогольной продукции. Это приблизительно полграмма сахарного колера на бутылку 0,7 или около пол-литра-литра на бурбоновый баррель 200 литров. То есть 200-литровую бочку возьмите полную алкоголя выдержанного, добавьте туда пол-литра этого сахарного колера, вот столько его будет там содержаться. Миф четвертый. Сахарный колер служит для того, чтобы привлечь потребителя к полке и вызвать у него желание купить этот напиток, который играет красивыми, золотыми, соломенными, прочими различными оттенками коричневого. Купить его, приобрести и поставить себе в бар коллекцию на полку. Отчасти это так, но на самом деле, если задуматься, то причины вообще целых три. Одна это вот это, вторая виски, которые вы видите в магазине, это обычно регулярные релизы. Гленфидик, Гленморанджи, Талискер и так далее и тому подобное. И разливаются они не один раз в жизни, они разливаются по нескольку раз в год. Несколько раз в год производится так называемый батч, то есть огромное количество бочек сливается в один огромный чан, смешивается, ну и затем проходят различные стадии там, в холодной фильтрации и так далее, после чего разливается по бутылкам. И от батча к батчу, если производитель не будет выравнивать цвет от батча к батчу, то вы будете наблюдать бутылки разного цвета. И здесь, скорее всего, не то, что какая-то нелюбовь к бутылкам одной и той же бутылки разного цвета, а в том, что потребитель привык к постоянству. И если у него был виски Гленморанджи одного цвета, а он пришел в магазин через год и увидел, что он стал светлее, соответственно, он начинает думать, а не подделка ли здесь в магазине, а ли может быть у меня подделка. Ну, никто этого, естественно, не хочет получить, поэтому от батча к батчу цвет все время выравнивается, используются так называемые спектрофотометры, видимо, используются какие-то партии, рассчитываются концентрации, добавляется этот колер в батч. И второй, кстати, миф, еще один миф параллельно расскажу, что холодная фильтрация, кто-то мне сказал, Потапыч считает, что холодная фильтрация меняет цвет напитка. То есть после того, как виски, коньяк и так далее прошли холодную фильтрацию, цвет его пропал, и нам нужно его подкрасить снова, как Антарктик есть в бренде. Это не так. После холодной фильтрации напиток цвет не меняет. Но уточнить, узнать, до холодной фильтрации проводится колировка или после, мне не удалось. Ну, предположим, наверное, что все-таки после.
Итак, две причины мы назвали, почему подкрашивают виски. Я считаю, что еще есть третья причина. Она заключается в том, что с годами наш виски светлеет, потому что бочек, как я все время не устаю напоминать, бочек хороших больше не становится, их становится меньше. В батчах используется больше рефильных бочек второго, третьего наполнения. И если бы мы взяли виски по годам, там 2000 по 2022, на дворе как раз именно 2022, взять 22 бутылки, например, какого-то батча, да, виски, мы бы увидели, что цвет бутылок, ну, наверное, там, с каким-то непостоянством менялся и в итоге деградировал, так скажем, он становился светлее. Таким образом, сформулируем третью причину. Сахарный колер стоит на службе спасения индустрии и выравнивания ее проблем. Что касается использования сахарного колера. Сахарный колер используется уже более 150 лет, на самом деле, в России, в Российской империи в том числе. Официально добавление сахарного колера в Шотландии закреплено и только его как дополнительной добавки в 2009 году. А до некоторого времени, и я обнаружил интересный на форуме топик 2011 года, Classic Drum форум, где энтузиасты обсуждают момент как раз таки колера, проблему колера, и они возмущаются тем, что название, упоминание в содержании их виски не указывается сахарный колер, и пытаются составить списки. Там Аберлуа, такое-то, такое-то, там виски содержат сахарный колер. Эти виски не содержат сахарный колер. И такой лозунг: ребята, давайте этот список расширять. Ну, там как-то этот список нарастал. И видно, как люди раньше относились к сахарному колеру с большим недоверием и с большой, так скажем, нелюбовью. Во многих странах и тогда не указывался сахарный колер на этикетках. И сегодня во многих, точнее в некоторых странах, не указывается сахарный колер на этикетках. Однако в России указывать наличие сахарного колера в спиртном напитке на сегодняшний день нужно обязательно. Да, давайте, мы затянули что-то, давайте к результатам эксперимента, который мы начали в начале этого выпуска. Результаты, в принципе, ожидаемые. Быстренько резюмирую. 80% участников этого эксперимента, а их было больше 20, пришли к тому, что им нравятся более окрашенные образцы. То есть образец, так скажем, 2 и 3, вот этот вот 2 и 3, они выбирали чаще, чем образец номер 1. Но, узнав о том, что один из этих образцов является выдержанным дистиллятом, а другой нет, уже 50% опрошенных, ну чуть больше, чем 50, уже выбирали Glenmorangie Quinta Ruban в ее естественном образе. Итак, наш первый основной эксперимент доказал, что хотим мы того или нет, наше подсознание влияет на нас, и мы всегда склоняемся к выбору более темного напитка, более окрашенного, более, как нам кажется, благородного. И, в общем-то, эта маркетинговая причина, которая была причиной номер 1 в мифе о том, что колер нужен для привлечения внимания, это далеко не миф, это действительно так. Вывод номер 2. Влияет ли вывод номер 2 из экспериментов, да, влияет ли сахарный колер на аромат и вкус нашего алкогольного напитка? Мой вывод: влияет очень слабо. Возможно, могут почувствовать какие-то супер носы, супер дегустаторы наличия этого сахарного колера. Хотя вы можете сейчас в комментариях начать писать и читать, что как же сахарный колер деградирует мой виски, как же я чувствую его там что-нибудь. Ну, я лично не поддерживаю и неоднозначно отношусь к этому моменту. Лично для меня сахарный колер довольно безвредная, безопасная, ну, такая штука, которая вот есть и есть. Хотите, купите виски с сахарным колером, хотите, нет. Ведь есть же выбор, вы можете купить виски без сахарного колера, с сахарным колером, выбирайте. Сахарный колер влияет на вкус воды, как показывает эксперимент Молот Маньяков, но на вкус алкоголя я считаю, что не влияет. И напоследок я бы хотел зачитать комментарий. У нас перед этим всем я в пабликах, в соцсетях делал опрос, как кто относится к сахарному колеру, и мне понравился очень понравился один комментарий, который написал на YouTube-канале, в YouTube-комьюнити подписчик под ником Верквер, который высказал свое мнение, и послушайте, оно очень интересное, и мне кажется, я как-то близок к нему. Для меня всегда цвет виски был одним из измерений восприятия виски, таких как вкус, аромат и так далее. Мне интересно смотреть на цвет, подумать о бочках, о годах выдержки. А когда они красят виски, ну они это, видимо, злодеи вот эти вот, алкогольные вот эти производители,
Когда они красят виски, то просто воруют у меня часть этого удовольствия. Просто вот раз и украли у меня одну из граней общения с виски. Поэтому я бы был только за, если бы в Шотландии запретили красить виски. Ну, видимо, человек любит скотч. Кому-то, может быть, покажется мои потери ерундовыми, но для меня это важный аспект общего удовольствия. Сказано великолепно, вот сказала, лучше ты не скажешь. Как вы относитесь к этой э, цитате? Лично для меня она близка, действительно, зачем воровать у нас еще одну грань, да, еще одну грань, это цвет, грань и характеристику виски. Ведь он всегда индивидуален и уникален для каждого виски, для каждого батча. Ну да ладно, давайте перемещаться к окончанию. Заглядывайте в наш магазинчик товаров и аксессуаров Dram of Spirit для крепких алкогольных напитков, для любителей. Ссылка в описании, ссылка здесь. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока. А ну-ка еще разок. Вот это с колером. А еще разок. Вот это с колером. А еще разок. Вот это с колером.